Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим одну из самых коварных и экономически значимых болезней современного свиноводства, особенно промышленного. Хотя последние данные свидетельствуют, что данное заболевание не только бич промышленного свиноводства. Оно очень часто регистрируется и даже в небольших фермерских хозяйствах. Интересно, о какой болезни вы сейчас подумали? Не знаю, о какой болезни вы подумали, но более чем уверен, что все равно не угадали. Разве что кроме тех свиноводов, кто где-то об этой болезни уже слышал из других источников. А так, на этот вопрос какие болезни только и не называют. Понятно, что сразу звучит африканская чума свиней, репродуктивно-респираторный синдром свиней или коронавирусный энтерит свиней. Слово «коронавирусный» сейчас уже обрело совсем другую, демоническую окраску в связи с быстро распространяющейся пандемией коронавирусной инфекции людей. Да, все это очень серьезные и очень опасные заболевания свиней. Но это не те болезни, ущерб от которых самый большой в свиноводстве. Итак, как говорится, болезнь в студии. Так вот, в этом видеоролике речь пойдет об илиите свиней. Или по-другому, эту болезнь еще называют как пролиферативная энтеропатия свиней. На сегодняшний день этой болезни уделяется очень пристальное внимание. А все потому, что илиит не обходит стороной ни мелких, ни крупных операторов свиноводства. Подчеркиваю, что илиит – проблема абсолютно для всех свиноводческих хозяйств. Илиит регистрируется практически во всех хозяйствах, что Европы, что Штатов. И точно так же он очень широко распространен и на бывшем постсоветском пространстве. Об этом тоже есть масса подтвержденных данных, что болезнь регистрируется более чем 90% хозяйств. И вот теперь, уважаемые свиноводы, думайте, может ли быть эта болезнь в вашем хозяйстве? Скорее всего, да, даже если вы об этом и не знаете. Такова статистика. Хотя многие свиноводы даже и не догадываются о ее существовании. Тогда вопрос, а почему об илиите не говорили раньше? Просто об этом заболевании раньше не знали. И на сегодняшний день илиит считается одним из малоизученных заболеваний. И тут же сразу возникает логичный вопрос. Так а почему? Да потому что диагностика илиита стала возможной только сейчас, когда появились современные методы диагностики болезней, такие как иммуноферментный анализ и полимеразно-цепная реакция. То есть болезнь была, были симптомы, а вот возможности определить данное заболевание не было. Поэтому если были симптомы острого илиита, то это списывали на дизентерию. По клиническим признакам эти заболевания очень похожи. И сейчас эти два заболевания выделяют в одну группу по сходству эпизоотических и клинических особенностей проявления. Болезни регистрируются в течение всего года, но чаще в осенне-зимний период. Основной путь заражения, что илиита, что дизентерии, алиментарный. Но это совсем два разных заболевания. Илиит может протекать в острой и хронической форме у поросят от 2 до 12 месяцев. На острое течение приходится до 5% случаев с высокой смертностью, а так и того меньше, может быть и 2%. Смертность при остром течении может колебаться от 15 до 50%. То есть, если заболело, например, 100 свиней, то погибнет лишь где-то 2 поросенка. Как бы и немного. Особенно если учесть, что мы все показатели взяли по максимуму. И вот как раз в невысоких показателях падежа поросят и кроется основное коварство илиита. В чем это коварство, мы рассмотрим немножко позже. Сосущие поросята могут впервые заразиться пролиферативной энтеропатией посредством контакта с фекалиями свиноматки. После отъема заболевание может передаваться поросятам от более взрослых, уже инфицированных свиней. Факторами передачи являются скребки, обувь обслуживающего персонала, в общем оборудование. Восприимчивы к илииту поросята-отъемыши, но клинически болезнь проявляется к 3-месячному возрасту. Бактерия сохраняется в фекальных массах от больной свиньи или переболевших несколько недель. Острая форма наблюдается в основном у поросят, которых откуда-то завезли и у которых в крови нет антител к данному заболеванию. В таком случае болезнь проявляется кровянистой диареей, потерей массы, возможно внезапной гибель поросят. При хронической форме диарея отмечается редко. Фекалии серого или коричневого цвета. Наблюдают снижение потребления корма, среднесуточных привесов, потерю кондиции, увеличение конверсии корма, периодический падеж. На завершающем этапе откорма наблюдается значительное количество животных, которые не достигли целевой убойной массы. И вот эта форма из-за таких невыраженных симптомов и является огромной проблемой для свиноводства. И вот в этом и кроется коварство илиита.
что ярко выраженных симптомов нет, даже поноса нет. Ну, встречается изредка у отдельных особей. А так, будто бы на первый взгляд со свиньями все хорошо. Ну, вот как-то растут они плоховато, как-то вес набирает недостаточно интенсивно. Хотя иногда поросята могут и пропоносить, и, как бы что называется, на ровном месте. Будто бы и все хорошо, но малейшие изменения рациона или температуры в свинарнике могут вызвать и вот небольшой понос. А пришло время сдавать на убой, все сроки вышли, а вес у свиней какой-то и маленький. Хотя, опять же, мало, много, плохо – это все эмоции. Есть официальная информация, что илиит приводит к серьезным экономическим потерям. Это недополучение привесов из-за снижения продуктивного роста свиней и увеличения расхода корма из-за плохой конверсии корма. Это потеря 14 килограммов ко времени убоя. Это много. Увеличение срока откорма свиней дополнительно 25-30 дней, повышение падежа где-то так процентов до 6 и увеличение количества выбракованных свиней до 15%. Как видим, экономические потери колоссальные. И даже если вы видите, что со свиньями что-то не так, что и растут поросята плохо, что перерасход корма есть, и что поросята иногда поносят, и вы спросите у ветврача, а в чем же причина, то никто вам вот так сразу и не ответит ничего конкретного. Ведь такие симптомы наблюдаются не только при илиите. Чтобы достоверно установить причину этого, то с наскока этого не сделаешь. Надо разобраться, и чтобы с уверенностью сказать, то надо, чтобы лаборатория подтвердила диагноз. Но, как я вам уже сказал, что возбудитель илиита не растет на обычных питательных средах. А это значит, что в обычной районной ветлаборатории диагноз на илиит не подтвердят. Ну, разве что, если они не владеют методами иммуноферментного анализа и ПЦР. И к тому же у них есть все необходимые диагностикумы. Но, как я вам уже сказал, что болезнь регистрируется в более чем 90% хозяйств. Поэтому предварительно можно сразу подозревать и илиит, если есть все симптомы, которые я перечислил. И при этом необходимо использовать все методы диагностики, которые есть в вашем распоряжении. Так как илиит регистрируется в хозяйствах практически повсеместно, то необходимо проводить профилактику по его недопущению. В первую очередь это гигиена и менеджмент. Поскольку передача заболевания осуществляется фекально-оральным путем, надо следить за движением поголовья, не допускать контакта с другими группами животных, поддерживать надлежащие условия содержания. Второе – это дача антибиотиков или с водой, или с кормом. При лечении илиита хорошо себе зарекомендовали такие препараты, как тиамулин, вальнемулин, осарсол. Также работает доксициклин, линкомицин, тилозин неплохо работает. По некоторым источникам илиит считается самолимитированной инфекцией, то есть, пройдя в организме определенный цикл, изгоняется из него посредством собственного иммунитета. Обязательно необходимо выделение из основного стада подозрительных по заболеванию и маловесных истощенных животных. В период лечения важно производить тщательную чистку и дезинфекцию производственных помещений не менее раза в сутки. Применение препаратов при своевременном применении ускоряет процесс выздоровления, при этом сохраняя иммунную реакцию организма, возвращая животных к нормальному развитию. Необходимо также иметь в виду, что возбудитель илиита – это внутриклеточный паразит. Это делает его труднодоступным для нейтрализующих антител и большинства противомикробных препаратов. Данные обстоятельства необходимо учитывать при выборе средств профилактики и терапии. Кроме того, повальные профилактические обработки антибиотиками, что называется от всех болезней, довольно часто практикуются на фермах и имеют за собой и обратную сторону. Это возникновение постепенной резистентности микроорганизмов к антибиотикам, необходимость постоянного постепенного увеличения дозы антибиотиков. Также очень часто наблюдается синдром отмены антибиотиков. Это когда в конце откорма, перед сдачей на мясокомбинат, когда отменяют антибиотики, так как требуется определенное время их вывода из организма, тут же возникает понос у свиней. Кстати, еще момент. У многих свиноводов возникает вопрос, так а если заболевание повсеместно распространенное и было всегда, и трудно диагностируемое, так что, с ними как не боролись? Нет, боролись. Когда видели симптомы, о которых я говорил, то считали, что заболевание вызвано условно-патогенной микрофлорой, в силу разных причин. Например, на фоне снижения иммунитета. И наугад начинали давать антибиотики. Не помогали одни антибактериальные препараты, начали подбирать другие. И, что называется, методом научного втыка в конце концов подбирали. Для того, чтобы меры по контролю заболевания оправдывали затраты, они должны основываться не только на ветеринарных препаратах.
хорошая биологическая безопасность является оптимальной контрольной мерой и имеет фундаментальное значение для усиления других контрольных мер. Постепенное ужесточение требований к экологической безопасности продуктов животноводства заставляет свиноводов всех стран мира искать альтернативные препараты для контроля диарейного синдрома. Например, один из таких препаратов – это цинкофарм. Он представляет собой раствор для орального применения, содержащий в своем составе метиониновый хелат цинка. Также есть успешный опыт применения эфирных масел. Например, препарат Ориганум, который представляет собой фитобиотическую кормовую добавку на основе греческого масла орегано. Данная добавка является стимулятором аппетита и способствует пищеварению. Также есть еще и другие экологические препараты, но не буду сейчас на них останавливаться. Но в любом случае скажу, что они не обладают достаточной эффективностью в отношении дизентерии и илиита. Я бы сказал, что они обладают в определенной степени бактериостатическим, то есть сдерживающим рост действием. И они больше подойдут для профилактики, но не для лечения. Применение антибиотиков для борьбы с илиитом на данный момент пока наиболее эффективно, да и дешевле всего. Но что конкретно применять, то это уже ваше решение. Ведь надо просчитывать. А что будет завтра? Посмотрим. Для профилактики илиита уже существуют и вакцины, но их востребованность в мире различна. В странах Европы вакцинация против илиита проводится активно в связи с ужесточением правил в отношении применения антибиотиков. В Соединенных Штатах вакцинации совмещаются с последующей антибиотикотерапией. Профилактика илиита включает в себя соблюдение технологических принципов разведения свиней, жесткие профилактические мероприятия по комплектованию и завозу новых партий свиней. Это и создание системы «все пусто, все занято», обеспечение оптимальных условий содержания и кормления, исключение стрессов, а если потребуется, то и введение адаптогенов. Необходимо систематическое проведение профилактической дезинфекции, ну и дератизации. Это все классика. Вот такой он илиит свиней. Надеюсь, что теперь вы поняли, почему он такой коварный, что смертность при его возникновении и невысокая, но потери получаются очень большие, и надо постоянно быть начеку, чтобы вовремя заметить появление данного заболевания и предотвратить убытки. А пока на этом все. Здоровья вам и вашим поросятам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!